Привет, друзья! Меня зовут Роман. Это проект Мансарда. И сразу же дежурное напоминание, предостережение, дисклеймер. Все видео на этом канале являются развлекательным контентом. Не используйте наши видеоматериалы как руководство к действию. Этим я снимаю с себя любую ответственность за ваши действия. Надеюсь на ваше понимание. Итак, что же, шпаклевание, шпаклевка и армирование сеткой. Это будет большой ролик, потому что я хочу сюда впихнуть вообще все, что связано со шпаклевкой, с армированием сеткой до предпокраски. Все работы шпаклевкой на потолке в один ролик. Так мне удобнее. И, возможно, кому-то тоже так удобнее. Работу этими материалами мы уже начали, и у меня есть что сказать по этому поводу. Сетка и шпаклевка. Шпаклевка и сетка. Давайте их рассмотрим поближе. Вот два мешка разные наклейки. Шпаклевка аллигатор финшпахтель. Почему-то разные наклейки. Это была у нас раньше, куплена пару месяцев назад, а это буквально неделю назад. Ну, что-то у них там поменялось. Но, в принципе, это одно и то же. Один и тот же материал. Фейншпахтель. Минеральная шпатлевочная масса. Это шпаклевка известково-цементная, финишная, фасадная. Производится она здесь, в России, в Подмосковье. Она является аналогом шпаклевки аллигатор, которая производится в Германии, Fassfullspachtel, Extra Fein. Как-то так вот это произносится, и у них есть разница в цене. Если вот эта шпаклевка стоит в районе 900 рублей, та стоит, по-моему, 5500. То есть фактически больше, чем в 5 раз. Разница в цене. И выбор, из-за этой разницы в цене, выбор как бы пал на именно эту шпаклевку. Она рекомендована технологам аллигатор для производства вот таких вот наших работ. Мы уже работаем ею, что-то шпатлевали, клеили сетку. И у меня есть что сказать по поводу этой шпатлевки. Что я могу сказать? Поработали мы ею, работаем мы ею уже пару недель. Есть большое количество плюсов и есть один жирный минус, который для меня лично, даже не только для меня, можете для меня, потому что я, может, не нашел каких-то подходов, перекрывает все плюсы. Давайте плюсы перечислю. Безоговорочный плюс этой шпатлевки – это то, что ею можно работать без грунтований. То есть накладывать ее саму на себя, не знаю, бесконечное количество раз, и не нужно грунтовать. Слой положили, надо подшкурили, увлажнили. Кстати, да, она требует увлажнения перед нанесением себя. Увлажнили, дальше слой. Еще надо что-то подшкурили, либо подождали, пока она привстала, там 3, 4, 5 часов, уже плотненькая, можно следующий слой чуть увлажнил и погнал дальше. То есть это безоговорочный плюс. Как в случае с гипсовыми шпаклевками, да, если мы пошпаклевали, мы пошкурили что-то, все, уже там пыль, уже там то, это. Пыль без пыли, но все равно надо бы погрунтовать. Здесь это не обязательно. Известь, цемент, им не обязательно грунтование предварительное. Это большой, огромный плюс. Удобство в работе. Она удобна в работе. Да, эта шпаклевка удобна в работе, она такая приятная, немного такая пушистая, пластичная, то есть ею можно что-то выглаживать, как-то вот работать. Она, в принципе, послушная, довольно-таки послушная, в плане работы инструментом. Ошкуривание. Ошкуривается она прям... Ошкуривание. Ошкуривание можно производить на любом этапе. По разговорам с технологом, да когда угодно. Завтра, шкурь завтра. Можешь сразу пошкурить, убрал пыль, увлажнил, сразу наносишь дальше, следующий слой. Она набирает крепость. То есть, если я сегодня пошпаклевал, и я хочу ее пошкурить, то лучше сделать это завтра. Вот когда она подсохла, завтра пришел и шкуришь. Потому что через недельку она уже будет намного плотнее, чем через сутки, скажем так. И вот через сутки она шкурится даже, по моему мнению, возможно, на уровне с какой-нибудь гипсовой шпаклевкой. Просто взял и просто аккуратно, легонечко, спокойно ее шкуришь. Шкурится она очень хорошо. Еще плюс. Она способна удержать какой-то слой. На плоскости, именно на какой-то плоскости, скажем, на потолке, да, своих заявленных 5 мм она держит. То есть она способна что-то выровнять, побыть выравнивающей шпаклевкой. Вследствие чего ею, в принципе, можно что-то так подровнять, гладенько подровнять, подделать. Да, все хорошо.
Вот сейчас, на данный момент, плюсов я больше припомнить не могу. Но, в принципе, это хорошая, классная шпаклевка. Все, она работает отлично, прекрасно работает. По словам технолога Alligator, она отличается от немецкой версии, от версии, которая производится в Германии, Fast Full Spachtel Extra Fein, только легкостью обработки, что она типа хуже обрабатывается наждачкой. Ну, я бы сказал, что она классно обрабатывается наждачкой. Какого-то особого затруднения я, не ощутил в обработке наждачной бумагой. И есть один минус. И вот этот минус, как по мне, может, я что-то сделал не так, может, я как-то неправильно подошел к вопросу, но вот этот минус один, он перекрывает, абсолютно перекрывает все плюсы этой шпатлевки. Это шпатлевка фасадная. Соответственно, она выдает фасадное качество, а мы находимся в интерьере. Что я имею в виду? Интерьер, причем не просто интерьер, в нашем случае здесь довольно низкие для старого фонда потолки, здесь 2,80. То есть все вот эти карнизы, они как бы прям перед глазами с высоты человеческого роста, ты вот просто смотришь, обозреваешь этот карниз. Обычная высота 3,30, 3,50, 3,80. И там может где-то спрятаться какой-то дефектик на 4 метрах, да? Но здесь на 2,80 высота. Дефектик так просто не спрятать. Так вот, работать ею, этой шпаклевкой, фейншпахтель, как гипсовыми шпаклевками, как полимерными шпаклевками, нет, ею так не получается работать. Остаются дефекты. Может, даже переформулирую. Гипсовые и полимерные шпаклевки, они достигают какого-то бездефектного состояния плоскости быстрее, чем наша шпатлевка. В рекомендациях по работе написано, когда происходит фаза застывания, фаза высыхания, шпатлевку фейншпахтель нужно затереть войлочной теркой, либо губкой. Я пробовал губкой, я пробовал жидким раствором, я пробовал как угодно. У меня не получалось состояние, когда вот у меня есть гладкая, классная плоскость, которую не нужно ошкуривать, и она соответствует каким-то вот требованиям к интерьерному качеству. Возможно, для фасада этого вполне достаточно. Вы просто пройдитесь по городу, да, посмотрите на фасады, как они сделаны, и финишная шпатлевка, которая оставляет какие-то микродефекты, ни о чем. Но мы находимся в интерьере. И, по моему мнению, достигать именно интерьерного качества, то есть отсутствие дефектов, что имеется в виду вообще отсутствие дефектов, да, то есть сколы, каверны, какие-то маленькие раковинки, следы абразива, следы инструмента. Вот отсутствие таких дефектов проще добиваться гипсовыми и полимерными шпатлевками. И быстрее, намного быстрее, поскольку с этой шпатлевкой у нас идут такие серьезные потери времени. Приходится больше раз наносить, приходится более сложно подходить к вопросам как-то. Да, эта шпатлевка хорошая, да, она классная, но одно большое но. Ею в интерьере работать сложнее, чем гипсовыми или полимерными аналогами. Очень даже может быть, что я что-то там как-то не так сделал. Но я шпаклевал раз, шпаклевал второй раз, третий раз, и у меня поверхность получается не такая, как бы получилось, если бы я работал гипсовой шпаклевкой, например. Выбирать я не могу, поскольку мы договорились с собственником, у нас есть тут технологичность нанесения материалов, мы работаем строго по рекомендации технолога, и поэтому мы продолжаем и будем работать только ею. Если бы была возможность назад вернуться во времени и изменить что-то, то я бы точно не использовал эту шпатлевку, поскольку трудозатраты, время затраты высокие. Вроде все рассказал. То, что в данный момент мне в голову пришло, у меня же не срежиссировано, у меня нет там сценария какого-то и еще что-нибудь. Вот так что вспомнил, то и рассказал. Может, что-нибудь еще всплывет, там где-то дальше в ролике расскажу, покажу. Ладно, пойдем к сетке. Итак, сетка. Нужная наша сетка. Вот она справа. Слева это просто аналог, обычная сетка. Я хочу просто сравнить, показать разницу между ними, между обычной и необычной, той, которой пользуемся мы. Вот так она называется. Сейчас я это... Вот так вот. Фасадная стеклосетка Crepix 2000, щелочестойкая. Она плотная. Не указана плотность ее, к сожалению. Вот здесь нет плотности указанной, но она более плотная, чем обычная сетка. Бумажка мне мешает. Давайте смотреть разницу между обычной сеткой. Это обычная сетка из строительного магазина. Цена рулон
50 метров 2000 рублей, это 2700 рублей. И вот что я скажу по поводу цен и по поводу работы. Если бы она даже в 2 раза дороже стоила, если бы она стоила бы 4000 рублей, я бы предпочел ее. Давайте смотреть. Вот я ее как бы шевелю. Видите, какая она плотная, она держится, она, скажем, не быстро сгибается вот так. То есть вот я ее сминаю, например, да? Понятно. И теперь обычная сетка. Угу. Понимаете, да? То есть она мягче. Вот так я могу с ней сделать. Просто сжать ее, смять вообще. Эту так сжать не получится. Она более плотная. Ага. Еще большой плюс. Наличие вот такой вот линии. Эта линия, это ширина рекомендуемого перехлеста. Чтобы когда ты работаешь на потолке, там ты нанес какую-то массу клеящую, да, ты приклеил, и чтобы ты видел, сколько тебе надо зайти как бы следующим краем. То есть ты сюда должен прийти сеткой. Вот в это место. Это рекомендуемая толщина, она может быть ширина, не толщина, почему? Ширина. Она рекомендуемая, может быть чуть меньше, где-то чуть больше, как получается, но хорошо, что есть это обозначение. То есть ты не ошибешься, работая ею. Здесь, на этой сетке, на обычной сетке, такой линии нет. Вот так. И, кстати, вот эта сетка, которая Крепикс, да, она заявлена как сетка с сопротивлением диагональному растяжению. Ну, давайте посмотрим. Вот я ее растягиваю вверх. Вот она. Вот так я могу растянуть. И обычная сетка. Ну-ка я отпущу столько же, чтобы было как там. Да? Видите? Вот я взял за угол и тяну ее. Смотрите, что происходит. Понятно? И форму как изменила. Тянем эту. Я даже отрываю ее. Вот я ее тяну. Сейчас упадет. Короче, да, сопротивляется диагональному растяжению она лучше, чем вот эта сетка, чем обычная сетка. Может быть из-за плотности, не знаю, но вот давайте вот так сделаю. Я смял ее, вернул обратно. Смотрите, какой край у нее. Видите, ничего с ним не произошло. Давайте вот эту так сделаем. Смял, вернул обратно. Смотрите теперь, вот сюда. Видите, что происходит с кончиками? Они заминаются. Эта сетка хорошо, ровно обрезана. И сама склейка вот этих вот, скажем так, нитей, из которых состоит сетка, это стекловолоконная сетка, соответственно, это нити, ну, стекловолоконные нити, они лучше приклеены. Давайте-ка попробую оторвать. Мне надо прикладывать какие-то усилия, чтобы ее разорвать, чтобы оторвать эти нити. Угу. Теперь давайте здесь. Вот я ее спокойно пальцами расщепляю просто. Вот что я с ней сделал. Вот. Вот так. Вот так вот. Что я с ней могу сделать, да? Я просто разнял просто ее. И теперь вот эту. Вот я ее тяну, я ее пытаюсь рвать прям. Вот что я с ней делаю. И что у нас получилось? Все намного лучше, чем происходит здесь. Вот так-то. Она лучше. Просто лучше. Эта сеточка по работе, по ощущению в работе, эта сетка лучше, чем обычная стандартная сетка. При разнице в цене в 30%, я считаю, такое увеличение бюджета для больших таких плоскостей, у нас 80 квадратов потолка, я считаю абсолютно незначительным. Эта сетка классная и прикольная. Вот. И вот. Угу, угу. Ну, в общем, понятно. Это хорошее. Ну что же, теперь перейдем, собственно, к производству работ. Мы начинаем с армировки сеткой. То есть мы приклеим сетку на шпатлевку. Начнем с потолков и продолжим на падугах. Потолки проще, чем карнизы. Намного проще. Почему? Потому что там на потолках нет криволинейных углов, да? Начнем с простого, начнем с потолков. Так, нарезание сетки для потолка, ну, я показывать не буду, это все одно и то же. Покажу чуть-чуть, как делаем на падугу. Для потолка у нас
как мы действуем? Мы всегда заготавливаем наперед, то есть все должно быть заготовлено. В случае, если у нас была бы здесь розетка, а у нас уже были розетки там, да, в случае, если розетка, сразу вот эти куски заготовленные, сразу прирезаем, то есть сразу вырезаем сколько нужно, чтобы потом только клеить, и ничего больше не делать, только вот заниматься поклейкой, не резать по месту. Большие куски клеим вот так, поперек, вдоль. Тут около 5 метров, это очень много. Ну, не намазать будет, это сложно. Проще поперек. Большие куски режем, очищаем пол и режем на полу. Нарезали и складываем их в порядке, как мы их должны потом клеить. То есть они бывают, что разных размеров. Где-то там геометрия может не работать, где-то может быть шире, например, на 2 сантиметра потолок. Все складываем по очередности, как клеим. То есть сначала 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. По разметке. Эта сетка, у нее ее ширина 1 метр, чуть-чуть плюс-минус там, скажем 100, да, 100 сантиметров. Первый лист, который клеим, уходим около 5 сантиметров от карниза, чтобы можно было потом свести, и отмечаем угол. Вот он, есть отметка угла. Следующая отметка, это то, на что мы будем ориентироваться при поклейке. Здесь должен быть конец, как бы край сетки. Первая отметка идет 100. Сетка 100. Но следующая отметка, там где должна пройти сетка, вот она. Это отметка номер 2. Она идет на расстоянии 90. Почему? Сетка у нас будет располагаться вот так. Метка, конец сетки. Вот необходимая толщина перехлеста или напуска, как правильно сказать. Там 90. Выставляем по этой метке, и с этой стороны мы заходим на 10 сантиметров на предыдущую сетку. То есть осуществляем, собственно, нахлест. С этими большими, понятно, надеюсь. Маленькие малыши. Я уже какое-то количество малышей нарезал. Эти малыши пойдут нам вот туда, в падугу. Они на сантиметра 2 с каждой стороны меньше, чем сама падуга, чем она чем ее плоскость. Если по потолку мы смотрим и делаем на 5 сантиметров где-то меньше, с каждой стороны 4-5 сантиметров. У меня здесь стоит отметка 203, это 203 сантиметра. Вот она. 203 это длина вот этого куска. Вот этого куска. Но здесь расстояние 213. То есть минус 10 сантиметров, чтобы не упираться, не выходить, не приближаться к карнизу, чтобы чуть-чуть там потом сгладить. В случае вот этих мелких товарищей, они сантиметра по 2-2,5 с каждой стороны должны не доходить до края. Иначе потом сетка будет торчать, не свести их. Удобнее всего резать, мне лично удобно делать это на козлике. Вот козлик, пускай не смущаясь, что он грязный, эта грязь не липнет к сетке, и все с этим нормально. Линия здесь, по ней выставляем край. У меня здесь 2 линии, это я первую прирезал, посмотрел, мало, оказалось мало, и делаю чуть-чуть больше. Пускай они не смущают. И отрезание сетки. Вот, поснимайте, пожалуйста. Вот так, чтобы было видно. Сетку можно нарезать 2 способами. Первый способ простой и быстрый. Здесь моя необходимая ширина, здесь линии, край сеточки выставил вот здесь по линии. Вот там по линии выставил край сетки, плюс-минус, да, я такой бодрый парень. Хоп, развернул, вот моя линия, поставил по ней правило и что? Я так резать не буду, поскольку мы не везде попадаем, особенно видно, да? Мы не везде попадаем в линию, не проходим через ячейки, мы прорезаем сквозь соединение ячеек, вот здесь. Видно, да? И вот это вот место, это самое омерзительное, самое гадкое, что может с вами случиться. Так делать не надо. Правило это скорость, но не в нашем случае. Берем нож и аккуратно по линии. Мне нужна только стартовая точка, получается, вот у меня линия, вот стартовая точка. И режем ножиком. Наша цель получить
отсутствии косого реза. Мы не должны перерезать как бы саму, как это правильно будет назвать, саму, не зайти на соседнюю ячейку, не прорезать вот это вот соединение, не прорезать параллельную линию. То есть надо, по идее, мне надо, может кому-то надо по-другому как-то делать. Надо получить ровные края. Вот. Не знаю, видно, не видно. Надеюсь, видно. Вот, этот край абсолютно ровный. Мы нигде не вылезли на соседнюю ячейку, у нас ничего не торчит. Сейчас я покажу на куске каком-то, как это плохо, когда неправильно режешь. Вот, скажем, мне надо отрезать узкую полоску. И я, не заморачиваясь, ставлю там что-нибудь там и режу как бы в кость, да? Вот я отрезал в кость. И вот что у нас получается. Вот эти вот кусочки, вот эти вот остаточки омерзительные, они потом, очень мягко говоря, сделают вам мозги. Это будет страдание и мука. Потом там, где-то там на карнизе, они вас просто уделают, они вас размажут, вот эти штуки, они будут торчать всегда. После третьего, после пятого слоя шпаклевки, вот эта вот мразь, вот так вот, она вот сделает вот так, она оттопырится, и ты не будешь знать, что с ней делать. Вот так оно все будет там, на карнизе. Это уже пройдено мною лично, этими руками я так делал. Это страдание. Не хочу страдать. Лучше потратить время на то, чтобы аккуратно. Да, я потрачу лишнюю минутку, но я спокойно встал и спокойно отрезал. Все ровно, все хорошо, никаких как бы косых резов нет. Она будет прекрасно лежать, они прекрасно будут друг на друга заходить, и все с ними будет хорошо. Очень надеюсь. И еще такой момент, количество вот этих вот товарищей, да. Я посчитал периметр, рассчитал периметр, у меня периметр получается 15 метров. Но мы будем плюс-минус везде соблюдать нахлест. То есть у нас пойдет нахлест. Соответственно, мы будем проигрывать 10%. Вот за счет вот этого вот нахлеста. Значит, надо сделать на 10% больше. То есть мне надо 15 метров, это было бы 15 кусков, то я сделаю 16-17. Можно сделать 16, потом один дорезать. Но опять же, потом будет сложно, поскольку делается один раз, потом работаешь с этого козика, ты запачкаешься, всем все. Если что, потом лишнее можно пустить дальше в дело кусочки, и будет экономно и эффективно израсходоваться материал. Вот. Начинаем приклеивание больших полотен на потолок. Смачиваем. Увлажняем. Слегонца увлажняем. И дожидаемся, пока большие капли уйдут. Потому что все-таки грундерфарб ВП, грунт, он не дает воде быстро впитываться. То есть, не знаю, будет ли видно, там капли. Местами капли. И сейчас они как-то стекут куда-нибудь, чуть-чуть впитаются, дадим минуточку. И начнем клеить. Консистенция шпаклевочки. Жидковато так, чуть жидковато, чтобы она нам там не каких-то препятствий не создавала. Чуть пожиже, чем надо было бы на шпаклевку. Именно на само шпаклевание. Для приклеивания нам этого будет вполне себе хорошо и достаточно. Чуть-чуть жидковато, но переделывать я не буду, потому что лениво. Ладно, погнали. Я буду с сокола наносить штукатурного и буду пользоваться сразу гладилкой 6 мм зуб. Это гладилка с гребенкой одновременно, да, такая плиточная тема. Взял чуть-чуть и погнали. Я не дохожу сюда, помним, 5 сантиметров, у нас сетка короче, и 5 сантиметров мы отойдем. Мы отсюда отойдем 5 сантиметров от самого карниза. И я начинаю мазать где-то на 3 сантиметрах, 3-2 сантиметра. Наносить, не мазать, а наносить. Можно это делать шпателем. Сейчас посмотрим на примере Алексея, как он это будет делать шпателем, а я буду делать вот этой штукой. Мне ей больше нравится. Никому не нравится этот сокол мой. А мне нравится лучше. Я считаю, что это чуть-чуть быстрее, поскольку я за раз набрал очень много на него, больше, чем могу набрать на шпатель самой шпаклевочки. И сюда тоже там несколько сантиметров, сантиметра 2 от карниза, не ляпаясь на карниз при этом.
теперь я какую-то часть нанес, и я могу теперь работать зубьями и убрать лишнее. Так рекомендовал поступать технолог. То есть наносим, ну, естественно, мы сейчас снимаем, нам это неудобно делать, нам неудобно снимать и работать. Но мы делаем так по всей плоскости листа. Мы будем клеить лист, и по всей плоскости мы сначала наносим, а потом убираем излишек. Важное. Я объясню на падуге этот момент, но мы делаем это везде, на потолке и на падуге. Я объясню его на падуге, как я это вижу. Просто можете поверить, мы так делаем везде. У меня есть мерка 100, то есть это ширина листа. И со стороны конца, вот у нас там будет следующий лист, мы же не можем одновременно весь потолок, мы будем клеить лист за листом. Здесь я отхожу около 10 сантиметров. Мы приклеим сначала первый лист, оставим напуск на следующий лист пустой. И только потом, приклеивая следующий лист, мы будем заполнять это пространство. То есть мы не будем сразу приклеивать лист, поскольку сетка должна находиться в мокром слое. И, соответственно, вот этот напуск или переклест должен тоже находиться в мокром слое. И отходим в районе там что-то 10 сантиметров с этой стороны. Под край листа. И так действуем до самого конца. Вот можно такую же работу выполнять шпателем обычным. Наносим более-менее равномерный слой, несколько миллиметров. Шпаклевочка жидкая, прекрасно разравнивается. Стараемся не допускать каких-то островов, не промазов и так далее, чтобы везде было промазано. Перед тем, как работать уже зубчатым шпателем или гладилкой. Если нет гладилки в наличии, можно делать просто маленьким зубчатым шпателем. То же самое, маленький зубчатый шпателек. Гладилкой, попробуй гладилкой, насколько ее быстрее. Гладилкой зубчатой, конечно, быстрее, поскольку она больше по размеру. Гладилкой как-то пободрее, да, идет. И вот есть такие места, а вот видно, да, что вот не осталось клея. Туда надо бы еще мазнуть, то есть, чтобы получить все-таки какой-то минимальный клеевой слой там, да. Пока мы снимали, мы, естественно, не быстро это делали, да. Мы немножко проигрываем, поскольку она чуть-чуть становится вязкая. Шпаклевка известково-цементная, и она очень хорошо смягчается, если чуть-чуть немножко увлажнить. Вот на этом этапе. Она сейчас нет, клеить можно, но как вариант лишним не будет. Немножечко ее так взбодрить. Чуть-чуть водички. Все комнаты, где бы мы ни делали, я стараюсь для того, чтобы я не знаю, как есть правильное выражение, такое у инженеров, там еще у кого-то, последовательность, чтобы всегда выполнялась одинаково. То есть мы начинаем ход отсюда, идем туда, и у меня вот эта полоса, черная полоса, где будет напуск, она у меня должна идти в ту сторону, от старта. Ну, чтобы была системность некая, чтобы не думать, а куда стороной. Не надо думать, просто она должна идти у нас в ту сторону, всегда полоса. Целимся на 5 сантиметров от карниза со всех сторон. Я смотрю, у меня здесь метка, которая на 100, да, смотрю на нее. Что, готово? Растягиваем? Да. Нормально? Нормально. Лёш, левую руку немножко вперед. Чуть-чуть натяни еще. Ага. Так. Опа. Можно делать шпателем, но я предпочитаю это делать рукой. И в разные стороны ее растягиваем. От центра. Во избежание. Чего? Пузырей, правильно. Чтобы не было пузырей нигде. Отпускай вниз. У нас есть излишек шпаклевки, да? И мы его снимаем и скидываем обратно в ведро.
сюда, в сторону карниза, лучше делать вот таким движением, убирать, чтобы одновременно приминать сетку. Если давить на себя пытаться, хочешь палиться, ничего не отвалится. Покажи вот здесь над головой, что видишь. А? Покажи здесь над головой. Покажу. То же самое. Покажу. Над головой. Так, я типа примял сетку, да? Я могу действовать двумя способами, чтобы сгладить вот этот переход. Я могу сделать на себя, и тогда у меня... Вот здесь задирается, как тварь, как мразь. Это боль и страдания. Вот эти вот места. Я настаиваю именно на таких формулировках. Только вот так, только от себя, только пригладить ее, прижать сетку максимально, потому что каждая из них, из этих маленькой, малюсенькая вот эта штучка, заберет у тебя полчаса времени, чтобы ее как бы избавиться от нее. Очень нервная. Хотел на панге рассказать, да, про вот эту смычку, про стык, про напуск. Я не знаю, правильно это или неправильно. Моя логика такая. Вот мы оставили, пошли на перекус, пошли на обед, например, да, и это была бы приклеена. Вот скажем, мы не оставляли бы вот этот край. Она была бы приклеена. Потом ты ее отрываешь, например, или не отрываешь, сразу сверху наклеиваешь новую. Это будет хуже, чем если бы там был новый раствор. Мне так кажется. То есть сейчас у нее есть свое место, у ячеек, у как бы у перехлестов, как это правильно назвать? Перехлёст? Да, вот саму сетку. Сетка из чего состоит? Из сетки. Сетка это сетка. Сетка это сетка. Короче, под сетка. сеткой получаются квадратики. Да? Они проминаются в шпаклевку. И чтобы накладывать следующий слой сетки, хорошо бы, что вот эта зона, где будет совершаться напуск, перехлест, хорошо бы, чтобы она была в едином слое шпаклевки, в едином по возрасту, как мне кажется. И поэтому я делаю вот так. Сейчас сначала нанесли всю массу, полностью вся масса у нас нанесена, кроме этого, да, то есть мы нанесли под один лист. И сейчас примазываем ее, грубо примазываем то, что не сделали раньше, в предыдущем слое. Если бы мы могли еще вчера его оставить, и сделали бы так же. То есть он бы высох, но мы могли бы сделать так же. Теперь мне нужен маленький шпатель для этого дела. И теперь вообще, даже я избавлюсь от этой штуки, пока что на время. Это обычный шпатель. Мы примазываем, наносим, примазываем старую сетку, старую шпаклевку, неважно, и день, 2, минута, 5. Примазали. Хорошо примазали, да? Естественно, так нельзя поступать. Убираем ее. Отворачиваем слегонца чуть-чуть, где-то до того положения, где она была раньше. И слегка ее отпускаем. А теперь вот эти посадочные места, кое-где они могут упираться прямо в потолок. То есть там под ними может не оказаться, просто не оказаться шпаклевки, клеящей смеси. И теперь разравниваем их, убирая вот эти вот квадратики, убирая вот эти посадочные места новые. То есть мы как бы переприклеиваем ее заново. Приклеили ее заново. Отдавили чутка. Нанесли чуть больше. И теперь поступаем с ней так же, как будто бы она была бы потолком. То есть то же самое наносим. Зубчатой кирмой, либо гладилкой разравниваем. Убираем излишний слой клея. И вот, возвращаясь к меткам. Первая метка у нас была метр, вторая метка у нас 90. Мы можем ориентироваться по этой метке дальше. Эти метки еще чем помогают? Мы же идем в тот конец, да, комнаты, движемся. И в самом конце там не будет ровно, там лист ровно не ляжет.
Да? Как же там, ну, как бы разные размеры комнаты. И поэтому можно потом спокойно вымерить, сколько надо там. Надо 40 сантиметров ширина или еще как-то сыграть. То есть экономия материала, экономия сетки, собственно. И возможность ориентироваться в пространстве. Смотрю сюда, меточка здесь. Смотрю сюда, я точно попал на перекрест, как и надо было попасть, собственно. Все. Тяни. Натянул. Я держу. И вот. Дальше опять все то же самое, рутинно. Убираем лишнее, чуть-чуть подшпаклевываем, пришпаклевываем. Потому что следующим ходом это не гипсовая шпаклевка. То есть гипсовую можно было бы вот приклеил и сразу же, пока наклеил первый лист, уже идет второй, перешпаклевываешь. Нет, это в этой шпаклевке время жизни дольше. И поэтому имеет смысл проклеить весь потолок сразу, а потом уже заниматься дальше. То есть вот как получилось, так получилось. Мне не наврать просто следующий слой этой шпаклевкой. То есть там достаточный слой, там сразу же, буквально вот через 5 минут. Не наврать. Вот так. Вот подошли к окну, да, хорошо видно, вот как доски проходили. Естественно, что мы это все обошли сеткой. В случае гипсовых шпаклевок, наверное, правильнее и логичнее было бы выровнять сначала, подровнять вот эти доски. Но эта шпаклевка, она очень быстро поглощает, выхватывает влагу сама из себя. И подровняв один раз, если бы мы подравнивали, потом клеили бы сетку, то нам пришлось бы вот этот выравнивающий слой проходить дополнительно грунтом. Что, в принципе, ну, были бы серьезные такие временные потери. Подровняем после. Вот этот участок над окном. То есть цельных кусков нам не хватало, естественно. И на этапе, когда мы нарезали, когда мы размечали, вымеряли все, вот эти меточки можно было померить, померили, высчитали. У нас уже наготовленная сетка вот сюда. И вот этот кусок в этом случае, то есть если бы это была обычная нормальная стена, мы бы подошли и закончили бы маленькими кусочками. Но так как у нас вот существует вот этот вот аппендицит между укосами, мы целиком заделываем за раз. То есть за раз покрываем шпаклевкой все и начинаем клеить оттуда. Клеим один кусок, а потом вклеиваем сразу же в одно как бы движение, вклеиваем вот эти вот небольшие кусочки. Прошло часа 3, наверное, после того, как мы закончили эту комнату. Сразу же наносим первый выравнивающий слой, идем вдоль досок. Пол комнаты уже сделали. Я специально оставил этот свет, чтобы хоть что-то было видно. То есть здесь сделано, здесь не сделано. Я думаю, перестал мигать, отлично. Я думаю, разница понятна, здесь не сделано. То есть мы больше половины комнаты уже сделали. Вот так. И вот как получилось. Первый проход. Идем вдоль досок. Выключаю свет этот. Так будет хуже видно, но зато будет хоть что-то понятно, что мы как пытаемся делать. То есть мы работаем вдвоем, одному сложно эту работу выполнять. Ну, либо у меня руки не оттуда. Приходится очень много чистить инструмент. Мы наносим какой-то блок и аккуратно снимаем, не подрезая, просто аккуратно подравниваем. Так, вот Саша наносит какой-то слой, да? И 45-й шпатель. 60 мы пробовали, 60, пробовали метр вообще тут, ну, как бы, ребята, это очень кривые потолки. И поехали. И аккуратно, просто аккуратненько стягиваю. Оставляю какой-то минимальный слой. Ну, вот так получилось. И опять аккуратненько. Без такого какого-то особого нажима. Раз, есть. И надо чуть еще подчистить. Так, и здесь опять чуть-чуть попробую подчистить, подубрать лишнее. Хорошо. И еще разок. Уже лучше. Саша у меня своровала. И еще пойдем разочек вот здесь. Подравняем. Сейчас присяду, посмотрим, будет ли видна разница. Увидит ли ее камера. Я думаю, понятно. Происходит нормальное такое подравнивание. Выравниваем.
Первый раз вдоль досок. Первый проход. Скажу так, по ощущению, поскольку я попробовал один поработать, я делал наносил шпателем, наносил гладилкой один, но вдвоем работать в 3 раза быстрее, чем если работаешь один. Поскольку одному надо очень много тратить времени чисто на очистку инструмента. Инструмент грязный, ты должен его чистить постоянно, чтобы там сухарей, соплей всяких не оставлять. А вдвоем как-то получается, ты чуть-чуть почистил, снял, Саша чуть там нанесла, что-то тоже почистила инструмент, и оно получается в 3 раза быстрее, чем если работать одному. Вот такое вот наблюдение. Я бы сказала, что Саша лучше всех накидывает. Она накидывает лучше всех. Саша накидывает лучше всех. Вы довольны? Да. Хорошо. Да. Замечательно. Так, следующий день. Вот так это выглядит сейчас. Подсохло. Вот в этом свете. Сейчас выключим этот свет. В обычном дневном свете. Ну, вот эти вот перегибы досок, они фактически ушли. Ну, что-то осталось, но все равно. Хорошо, убрали уже их. Ну, сейчас еще включим этот свет, посмотрим. Вот так в этом свете. Он мигает, но убрали. Хорошо, убрали. Это было только первое шпаклевание. Мы закрыли сетку. Еще надо как минимум 2. Итак, большую часть комнаты я зашпаклевал и хотел показать, как оно получается, как оно идет. Вот темные пятна. Видно, что они там мы накрыли, там ямы подсохшие, оно более светлое, да. Еще больше подровнял и оставил кусочек, ну, чтобы показать, как идет работа. Сейчас свет уже не тот, но хоть что-то, надеюсь, что-то будет понятно и видно. И разница видна, не видна, может быть, камера ее видит. Надеюсь, что камера разницу видит. Вот. Есть одно небольшое, ну, скажем, приятное изменение. Изменение заключается в чем? Еду я такой на работу, а сегодня суббота, а я еду один-одинешенек, сам один еду, потому что все заняты, а надо делать. И я вот еду в метро, и грустный-грустный такой, потому что мне придется шпаклевать, и вот шпаклевать шпателем большим, да, 45-м, а он постоянно запачкается, он грязный такой, и там половину времени реально его чистишь. И я такой думаю, ай-яй-яй, что ж там, ай-яй-яй, и тут раз... Думаю, вот бы, если бы можно было бы вот гладилкой обычной, и сокол, и гладилка, и чтобы можно было ею, но я так не смогу держать плоскость, она довольно короткая, 25 сантиметров, и удержать плоскость сложно. А потом такой, стоп, есть же эти швейцарские кельмы, существуют, вот эти, которые большие, да, и рядом с рабочим местом есть магазин, я таки сходил в магазин, думаю, уже поздно иду, думаю, ну ладно, пойду хоть в руках подержу ее. Я не работал ею никогда, не работал таким инструментом. Думаю, пойду подержу в руках, прикину, как оно будет. Я пошел, подержал, купил, пришел и сейчас именно ею работаю. Швейцарской кельмой, ну или большой гладилкой, как ее назови. Работать ею быстрее, чем шпателем, видимо быстрее, поскольку наносить ею проще. Это такой плюс. Работать все же медленнее получается, чем если работать вдвоем. Она очень чистый инструмент, то есть ее очищать намного легче, чем шпатель. И самое главное, самое важное, она экономит, реально экономит нервы. Просто я работаю и совершенно не нервничаю. Вот такая штучка, такая гладилочка. Вот. У нее тут 2 стороны. Одна сторона вот эта хорошая. Вот так, если смотреть, она хорошая. А вот это менее хорошая, обозначенная буквой Х 3 раза. То есть она менее хорошая, чтобы я понимал, какой стороной работать, потому что она кривовата с этой стороны. Вот. Ведро Ротбанд паста, пускай вас не смущает, здесь не Ротбанд паста, здесь нормальная шпаклевка, фейншпахтель. Просто я не то чтобы плюшки, но вот баночки, коробочки, пакеты у меня и ведра. У меня есть пакет с пакетами, у меня есть ведра с ведрами и коробочки с коробочками. Попробуй мне хоть баночку одну выбросить. Не-не-не, все это храню чистенько, вот оно пригодилось. Белое ведро, белая шпаклевка, никаких следов. Не выбрасываю, в общем. Мою все, аккуратно складываю. И потом для этих всех емкостей, которые я таким тщательным образом сберегаю, потом всегда находится какое-то дело. Собственно, для такого ведра тоже нашлось дело. В нем хорошо работать белой шпаклевкой. Вот, ладно, пойдем наверх.
и немножко поработаем. Посмотрим, как это происходит с помощью вот такого инструмента. На всех этапах работы, когда мы работаем, и у нас нет ни грунтований никаких, ни ошкуриваний промежуточных, да, вот у нас несколько слоев шпаклевки будет здесь, на потолках. Я сначала увлажняю распылитель и так обильно увлажняю. И прохожу по всему, как бы по всей предполагаемой площади, сколько я там буду доставать рукой, сколько я достану, ну, как бы, сколько мне придется обработать. После того, как увлажнил шпатель, и собирать всякие сопли. Все то, что торчит, сухари всякие разные. Тоже по всей обрабатываемой плоскости. После этого процесса еще раз увлажняю. Хорошо увлажняю, чтобы это все хорошенько напиталось. Чтобы предыдущий слой напитался и не выхватывал влагу. Потому что выхватывает он влагу очень быстро и получается, ну там видно где-то, наверное. Потом покажу затяжки. А вот видно. Вот такого плана затяжки получается. Вот он. Вот такие штучки. Чуть-чуть менее влажно, чем надо, и все, и получается тянешь. Уже слой у тебя не ложится ровно, как бы гладко, а уже как бы затягивается, подтягивается сам. Ну так, неприятно. Поэтому надо хорошо увлажнять. Ну и после этого дам впитаться немного, там, минутку. Значит, прохожу, первый слой мы проходили вот так, да, по направлению досок. То есть доски у нас идут вот так. Первым слоем закрыли вот эти вот ложбины, да, которые у нас были видимые такие, и штукатурка там вот сделала арочную структуру какую-то. Второй слой иду в перпендикулярном направлении, то есть вот так. Первый так, второй вот так. Вот, замечательно, да? За один проходик и дальше можешь работать. То есть со шпателем так не прокатит. Опа! Еще как бы по диагонали. Во. Вот теперь хорошо. Под следующий слой это уже очень хорошо, как мне кажется. Что говорил про чистоту инструмента, да, вот он чистый. Оп, отсюда убрал. Все, работаем. О, да. Угу. Лучше. Вот эти штуки я не хочу трогать, потом следующим проходом я аккуратно тоже, когда подстанет, собью и уже зашпаклюю. Тут не получится в таком направлении, поскольку туда у нас гробик, естественно, что мы больше накидали, и тут такой маленький проворотик существует. Поэтому вот так сделаем. Так, и угол остался. Нет, далеко. Ближе. Вот так вот. Угу. И вот так хорошо. Это я следующим слоем перекрою. За раз пытаться делать бессмысленно, если я буду идти еще одним слоем. И здесь угол маленьким. А вот тут вообще какая-то жесть, да? Ну-ка еще попробую. Сейчас испорчу, конечно. Может, не испорчу. Нет, не испортил. Ну-ка. Вот видно, что тут происходит, да?
4 миллиметра разница. Тут бугор, тут яма. А ничего не поделаешь. Такой он старый потолочек. Не, я так оставлю. Я дойду до конца, а потом следующим проходом уже подровняю. Вот так видно, какая разница получается, да? Не сделанное и сделанное. Закончил вот первый слой. И теперь возвращаюсь, сразу же возвращаюсь назад, поскольку я начинал часа 4, наверное, назад работать. Возвращаюсь туда. И еще один слой, но уже шпателем 30-кой. И по диагонали, чтобы перекрыть, возможно, еще какие-то ямы. Здесь уже подсохло местами. И шпаклевка здесь привстала, работать можно. Так, большую часть комнаты уже сделал. Вот, как стало. Да? Третий слой получается маленьким шпателем 30-кой. И вот сюда, вот сколько мне осталось заделать. Сейчас поднимемся, посмотрим, что там происходит вообще. Опа. Так, на текущий момент у нас вот так все. Вот так вот. Так, миллиметр, полтора. Но будет еще ошкуривание и будет еще слой. Вот так. Тут есть чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Все страшно кривое, естественно. Тут такой бугор. Сейчас его, наверное, не видно. А может и видно, такой хребет вообще, перелом страшный, ужасный. Да нет, нормально. Я бы сказал, что вот это нормально. И будет еще слой после этого. Ладно, сейчас пошпаклюю чуть-чуть. Ну, как бы все показываю, и это тоже покажу. Оно чуть по-другому работает. И вот сразу, затяжечки сразу. Тут прошло буквально 5 минут. Положил этот слой, я смочил, и все равно затягивает. Да, так, эту шпаклевку, по идее, ее надо... Она фасадная. Ее надо там пригладить кельмой мокрой, либо губкой. Но я пробовал делать, и оно, короче, получается фасадное качество. Как бы, ну, то, что можно назвать фасадным качеством. То есть, его будет заметно. Будет заметно, ну, как бы, тут не высоко в квартире. Дефекты остаются. Так что надо шкурить, надо мазать и шкурить. Все просто. Шпаклевка чутка жидковатая такая, чтобы она хоть чуть-чуть там размазывалась и не провоцировала вот этих вот затяжек. Стараюсь чуть диагональ, но бывает, что прогибы где-то. Тут нету. Тут чуть есть. И тогда можно как бы, не знаю, хаотично получается. Хаотичное направление. Но уже намного лучше, чем было. Вот как стало, а вот как где-то так было, да? Уже лучше. Вот не выгладить ее в ноль. Не получается мне ее выгладить в ноль на этом этапе. Может быть, еще один раз получится. Надеюсь, что получится за еще один раз. Вот так как-то. Потом наждачкой поработаем, и будет нормально. Вот так получается. И вот так получилось. Посмотрим завтра, когда высохнет уже. Что оно как бы на самом деле. При дневном свете, уже ночь на улице вообще. Вот. Ну, выглядит гладко. Более гладко, чем было. Конечно же, да. Следующий день. Все высохло. Смотрим в дневном свете, поскольку я сейчас собираюсь шкурить. И когда я пошкурю, дневного света уже не будет, скорее всего. Солнце уйдет. Сейчас включу вот эту лампу обычную. Посмотрим, как с ней. Вот так выглядит с лампой. Ну, стало гладко, конечно, стало гладко. 3 слоя шпаклевки. Ну да. Вот. И сейчас включим вот эту лампу, мигающую. Но она как бы жесткий свет даст. Проявит нам всю гадость тут. И вот так в боковом свете это выглядит. Вот этот вот хребет такой. Да. Ну ладно. Буду ошкуривать. Так, с обычным светом ничего не видно. С этим хоть что-то будет видно, хотя и мигает. Ну, вот большую часть пошкурил, вот эту часть. Ага, камера видит, все равно есть вот от досок. Вот эти штуки, да? Ну, еще слой будет. Пойдем наверх. Ну, выглядит как-то так это. Ужасающе, да?
Вот обычная платформочка, брусок шлифовальный, как он там называется, номер 80 наждачка. Ну вот так где-то получается. Вот хорошо видно, необходим еще один слой. Как говорил, сейчас мы клеим вот эту комнату. Надеюсь, видно. То есть мы все прирезаем сразу же. И прирезали мы, чтобы перекрыть вот здесь трещина была. Уже замазали, она замазана штукатуркой. Чтобы перекрыть как бы переход на поле, на саму розетку. То есть довольно близко такие именно к рисунку лепнины, к рисунку розетки. То есть все мы заготавливаем заранее, вот вырезы, клеим постепенно приготовленные куски. Вот что. Итак, потолок в этой комнате подшкурили, да? И время приступать к падугам. Я так считаю, поскольку потолок это все-таки известь, цемент, и они набирают некую крепость. И следующий слой мы будем накладывать после промежуточного, еще одного промежуточного грунтования грундиерфарб ВП, чтобы была лучшая адгезия, чтобы хорошо растаскивалась, размазывалась шпаклевка. И поэтому этот потолок пускай лучше несколько дней отдохнет. Ну, если можно так сказать. Отдохнет, наберет крепости, он пошкуренный, стоит, и ладно. К нему вернемся чуть позже. Сейчас то были цветочки. Потолок это те еще цветочки. Вот сейчас начнутся ягодки. Ягодки это падуги. И не сами падуги, а углы. Внешние и внутренние углы. Ну что, забрались на падугу. У нас есть уже нарезанные такие сеточки, да, которые у нас пойдут вот так. Как-то так. Можно было, в принципе, подогнать сюда, но потом, если бы больше ее сделать, но потом вот здесь она бы начинала торчать прям за валиком. Лучше пускай будет поменьше. Пускай она будет чуть-чуть меньше. Вот так где-то. С двух сторон, чтобы можно было аккуратно примазать. И что-то мы проармировали, да? Раньше нам приходилось выполнять эту работу. Ну, не, собственно, не поклейку в падугу, это тупо, да? Падугу клеить, это просто намазал клеем и вклеил. А армировка углов. Углы это боль, страдание в квадрате, в кубе, не знаю. Это очень и очень геморный процесс. Был. Почему был? Поскольку раньше я старался делать из одного полотна, старался делать как бы какой-то, чтобы оно само себя перехлестывало и чтобы полностью проармировать угол из одного полотна. То есть я, грубо говоря, краил. Я устраивал крой. Я точно помню, как я краил внутренние углы, но я вот не помню, как я краил внешние углы. Как я краил внутренний угол? Я выставлял сетку, выставлял его так, как она должна быть, да, вот так как-то, вот так вот она же вот так должна пойти, да, потом ты берешь и сгибаешь вот так, смотришь там, куда прорезать, прорезаешь и накладываешь, как бы, чтобы получилось вот как-то вот так, да. И у тебя мешается вот здесь, у тебя мешается вот здесь, начинает куча всего торчать, там вот эти вот резанные сеточки со всех сторон вытарчивают. И потом ты стоишь минут 15-20, приглаживаешь эту сеточку пальчиком, вот так ее наглаживаешь. А давайте я покажу, как это в принципе было, да? Было это как-то вот так, чтобы можно было сделать вот так. Давайте посмотрим, прикинем, как оно. Ляжет. То есть, вот я приблизительно вырезал, как этот угол у меня идет, да, вот, видно же, вот так. И теперь я должен сделать вот так. Вот так вот, как-то так. Потом ты вот это все загибаешь, типа ты все перехлестнул, но у тебя начинает торчать здесь, вот в этом месте пустота, ты как бы подвигаешь. Короче, геморрой, и это все происходит, у тебя же происходит здесь, в шпаклевке, ты весь вот так в этой шпаклевке и просто проклинаешь жизнь. В это время 15-20 минут ты сидишь там и вот наглаживаешь ее, чтобы вот эти вот торчащие кусочки сеточки, которые там норовят вот это вот ниточки, они вот так там встают у тебя все, вот так, особенно с плохой сеткой. Они мягкие, размягчаются и... Ой. И вот. Одним из вечеров здесь начали мы клеить сеточку. Наклеили мы какое-то количество сеточек, да, и я остался один, и у меня внешний угол
И я смотрю на него и не помню, как я его делал вообще, как его правильно будет сделать там. Как-то вот так может закроить, как-то сюда разрезать, что-то куда-то. Оно все торчит, выбивается и так далее. И тут приходит мысль, что, а может быть, использовать полоски? И вот я такой взял, вот у меня есть как бы имитация. Взял пару полосочек, прикинул, как они пойдут. Да, вот так, чтобы был перехлест у меня где-то там. Вот так, что-то такое, да. И если посмотреть сюда, вот здесь, вот видно, что она не хочет прилегать. Она не хочет ложиться. И пришла мне в голову, а у меня много там, я же уже начал так и делал углы, вот прирезал, и у меня там какие-то обрезочки. Я смотрю на эти обрезки, и у меня мелькает мысль, чувак, стоп, треугольник, это же самая простая фигура. Треугольник. И взял я треугольник, и приложил я его сюда, да, и понял, что вот это имеет право на жизнь. А если будет много треугольников, классно, у него же есть линия, по которой он может сгибаться. Вот, можно сделать вот так. Но все равно, вот эта сторона треугольника, которую мы изгибаем, она все равно норовит. Она хочет вот так вот отойти низом. Сверху-то ладно, но все равно вверх тоже вытарчивает. И что-то такое пришло озарение, и я придумал форму, которая в принципе работает. Может, кто-то ее, наверное, придумал до меня. Но вот, это пришло мне в голову, как это будет работать. Вот, мы убрали напряжение, вырезав несколько ячеек сверху, или вот так будет сверху, снизу, убрали напряжение, и теперь вот эта фигура, не знаю, как ее назвать, бабочка, похоже как на вывесках метро пишут, да, вот, и теперь эта фигура прекрасно сюда ложится, вот. Раз, вот она, одна, вот следующую взял, и сверху накладываешь. И вот что у нас получается. Вот так. То есть мы как бы, понятное дело, что здесь не будет 10-сантиметрового перехлеста между ними на этом углу. Но здесь я скажу некрасивую штуку одну. Я несколько раз это говорил, и еще раз скажу, некрасивая. Всегда существует вероятность чего-то не делать, да? Можно просто забить. Ну просто забить. Просто подойти с двух сторон и не делать это. Ну, как бы, с целью экономии времени, с целью отсутствия геморроя, можно так сделать, да? Но мы предпочитаем так не делать, мы предпочитаем делать, как оно должно быть сделано. То есть это должно быть проармировано. Если у меня не получается проармировать это идеально, то это должно быть проармировано хоть как-то. И вот я считаю, что вот таким образом, как-то проармированное, оно, в принципе, хорошо. То есть несколько сантиметров нашли сюда и приложили. Все, у нас тут море сеточек, двойных причем. И вот. Попробовав, поприкладывав, я попробовал, заклеил один угол такими штучками, накладывая их одну на одну. Получилось прикольно, да, классно, поэкспериментировал и выяснил, что хорошо, когда у тебя есть три размера. Средний, большой и маленький. Вот такой вот, малыши. Казалось бы, их нарезать это геморрой, да, но это не сопоставимо никак с тем, когда ты мучаешься в углу и приглаживаешь, и вот весь в шпаклевке, и нервничаешь. Вот это безнервная работенка. Да, она занимает чуть времени вырезать. Ну, ничего страшного. Вот таких три штуки, как бы мелкие, там где большой угол, где угол поменьше, можно как бы, вот даже вот так, наверное, вот так можно накладывать их. То есть большие, где позволяет нам угол это сделать. Средненькие как-то так, и вот такие елочки можно себе спокойно городить. Вот. Давайте повырезаем, займемся этим самым, чем аппликацией или чем вырезанием. Давайте немножко повырезаем. Собрали все обрезки, которые у нас произошли, там мы отрезали там, для розеток чего-то и так далее. Мы их не выкидываем, они у нас в дело пойдут. Это эффективно. Но как я делал, пока у нас не было обрезков, из большого куска нарезал полоски там разной ширины. Ну, пускай скажем, что вот такие они были. Там одни чуть побольше, другие чуть поменьше. У нас три вида, да, вот этих вот бабочек наших, штучек таких. Резал их по 2 штуки. По 2 штуки так удобнее, потому что сразу с двумя работаешь. Складываем 2 штучки. Даже не так, а сделаем вот так. Посмотрим, какой же у нас будет квадратик. И отрежем квадрат. Сделаем один квадратик. Ага. Сделаем еще один квадратик. Ну, чтобы они такие все одинаковые были, чтобы потом не путаться там. Некая системность, да?
Ага, теперь можем 2 за раз резать. Берем там полоски, накладываем их друг на друга. Они хорошо накладываются. Хорошо накладываются. Вот так. Вот так. Наверное. И берем, чтобы у нас одноразмерные были, да, все. Одинаковые. Ага, я вижу где и режу. В этот раз у меня получилось целых 2 квадратика. Ну ладно, скажем так, сделал. Взял теперь 4 штучки, сложил в кучку. Прям стихами говорим. 4 штучки сложил в кучку. Теперь шпателечек взял. Это аккуратнее, хорошо, если все будет аккуратно. Взял шпателечек. И по диагонали получаем 8 треугольничков. И теперь из этих треугольничков я, как бы для маленьких хорошо будет, наверное, по 3 ячеечки вырезать, да? Раз, два, три, вырезаем. Оп. Раз, два, три, вырезаем. Оп. Угу. И здесь плюс-минус там где-то по центру. Тоже по 3 ячеечки вырежем. Здесь это центр. Угу. И теперь мы их будем наклеивать в угол, совмещая где-то вот так. Вот такое где-то совмещение, несколько сантиметров. И здесь получается, даже можно больше чуть-чуть там. И здесь получается такая хорошая площадь приклеивания, собственно. И, собственно, двойная такая армировка и какой-то перехлёст, какой-то напуск существует. Я думаю, этого будет вполне себе достаточно. Так, прежде чем начать приклеивание, мы будем отдельно проклеивать сами углы сначала, а потом накладывать сверху как бы на них сетку, подходя максимально близко к углу сюда, ну, чтобы это можно было замазать. То есть получится, что мы максимально проармируем. Я пробовал наоборот, попробовал сначала, сделал сетку с 2 сторон, потом накладывал вот эти заплатки, бабочки, получилось не очень. Лучше делать так, лучше прятать их под цельным полотном сетки. Итак, мы будем идти слева направо, люди ходят слева направо, да, вот. Мы будем идти отсюда, начиная отсюда и вот сюда в ту сторону. И начнем мы с перерезания сетки, то есть мы заготовим вот эти сеточки, заготовим их в обратном порядке, что логично, да. Мы заготовим их отсюда 4 штучки, сложим в обратном порядке и начнем клеить отсюда, туда, да. Да, понятно, надеюсь, это или непонятно. Значит, я прикладываю сеточку, ага. Она мне должна максимально близко там пройти по углу. А ну-ка, сеточка, пожалуйста. Ага, ну вот так. И карандашиком как бы имитирую этот угол. Ну вот как-то так. Взял ножик. Ну-ка, ну-ка. Отрезал. И сложил ее вот сюда. Номер 1 сеточка, да? Первая сеточка. Берем следующую сеточку. Тоже хорошо, то же самое. Но теперь нам надо на 2 угла ее отрезать, да? И смотрим. Угу. Ага. А на этой стороне угла что-то близко. Ну-ка, вот так, пожалуйста. Вот так. Поближе к углу. И здесь, ну вот так будет нормально, наверное, сантиметр. И вот здесь вот так сделаем. Вот. Вот так пойдет на сетка. Угу. Вот сеточка номер 2. Итак, 4 штуки сейчас заготовим. Первая, вторая, третья и 4. Сейчас заготовим и начнем уже, собственно, приклеивать углы. Сначала заклеим углы, а потом используем заготовленную сеточку. Шкурили здесь. Я отметал, убирал пыль. Но не лишним будет еще раз обеспылить те места, где будем работать. Точно будет не лишним. Так, обеспылили. Под эту шпаклевку, да, под фринж-шпактель, нам рекомендуется увлажнять. Увлажним. Хорошенько увлажнили и уже можем работать с углами. У нас тут есть такой какой-то мусорный стол, где-то откуда-то он появился, и на нем очень удобно содержать наши уголочки все.
Они у нас тут сложные, потом берешь аккуратненько и начинаешь их вот туда вот клеить, везде в углы. И мы используем еще одну подмесь, как предметный столик. Она чуть повыше, чем обычный, да? Получается удобно. Вот, рука здесь, то есть не надо нагибаться, трудить горб, спину гнуть не надо особо сильно. Чуть не забыл, за что я люблю олдовых фармацевтов, провизоров, ну, короче, людей, которые работают в аптеках, да. Вот ты приходишь, там молодые такие девицы, обычно девочки такие молодые, ты приходишь, говоришь, слушайте, мне надо вот что-то такое, у меня тут что-то. Она говорит, идите к врачу. Я говорю, что врач, я тут вам продаю. Так вот, захожу, я говорю, я работаю в извести руками. А там такая тетка, матерая, олдовая такая. И что? Я говорю, ну надо мне тут детский крем, наверное, у меня руки съела известь. Да, съела, она есть, ну, есть серьезно. А она говорит, да какой детский крем, он жирный, он тебе не нужен, сейчас я тебе найду, все нормально будет. И вот крем, я рекомендую его пока, в данный момент, поскольку, ну я не знаю, может он работает как назальные капли в нос, да, что ты потом без них, если ты начал их использовать, ты без них уже всегда у тебя насморк. Называется Эплан. Рекомендован людям, которые работают с какими-то агрессивными материалами, лаборанты там и так далее. Мы тоже тут как лаборанты, и поэтому я пробовал, я уже обмазывался им не раз, регенерирует кожу очень хорошо, то есть хорошо бы перед тем, как работать известью, хорошо бы смазать им руки. Кто работает с агрессивными средами, вот пока рекомендую его, Эплан называется. Он чуть жирноватый, такой, но руки предохраняет и очень быстро заживляет. То есть где-то какой-то микропорез, на следующий день уже его как бы и нет. Ну вот. Это не реклама, естественно, это то, что мне вот недавно досталось, то, что я как бы узнал. Так что спасибо той тете, которая мне подсказала вот это. Ну что, поехали. Знаем же, да, что у шпателя есть 4 угла. У шпателя существует 4 угла. Это особенно важно. Ну, об этом в детском саду рассказывают, что там в младших классах школы, да, что есть угол, и у шпателя существует 4 угла, и 3 из них неправильные. Понимаете, да, о чем я? Я хочу нанести вот так. И мне надо на определенный угол шпателя набрать, чтобы вот так наносить. Я не могу набрать вот так, поскольку мне тогда придется крутиться и корячиться, танцевать рядом с ним. Так что это аксиома шпателя. 4 угла и 1 правильный, 3 неправильных. Угу. Кверху можно побольше, вот сюда пошире. Вот так. И вот, не пускает мне руку. Угу. Угу. Теперь берем со стульчика, тут берем наших малышей и начинаем делать что-то типа пальмочки. Ну, пожалуйста, не путайтесь. Не путаются, мешается. Сетка, она изогнута чуть-чуть, да? Вот можно помочь ей вот по этой линии чуть-чуть как больше как бы изогнуть ее, да? Видно, надеюсь. И теперь его туда. Давайте, пожалуйста. Вот так. Кто умеет такую операцию производить в перчатках, ну, производите, я не умею. И теперь следующий накладываю с полным перехлестом везде, чтобы везде все был перехлестик. Вот так. И приклеиваю. Сразу пальцы туда проминаю хорошенько. Да, кстати, как там перфекционисты? Боль? Чувствуете ли вы боль? Страдание появляется у вас от вот этого вот? Да, такой старый карниз у нас. Вот именно так он желал быть сведенным, потому что он сломанный. Он переломанный, этот карниз. Ужасно. Ну, пойдем дальше. Вот так. Ну-ка, и побольше помажем хорошенечко. И вот приклеим его туда. И еще один маленький. А тут можно средний уже взять какой-то листик, да? Ну-ка. Возьму чуть побольше один. Вот так вот. Накладываем его. А нет, не хочет. А ну-ка назад. Вот так. И так примазать его хорошенько. Вот. Такая у нас пальмочка получается. И можно один большой еще взять вот сюда. Чуть подсыхает.
Кстати, когда подсыхает чуть-чуть, легкое взбадривание распылителем. И один большой. Вот так. Так, везде там есть промазать, чтобы... Да, везде есть материалы. Шпаклевка. Вот тут нет. Надо промазать хорошо. Вот так. А ну-ка. Вот так. Вот теперь это хорошо. Это как-то проармировано. Везде нахлесты. Можно обычным шпателем, можно гибким шпателем. Гибких шпателей у нас таких типов. Это шпатели Зубр 150, 80. И у нас еще где-то 100 есть. Они очень удобные штуки. Они хорошо гнутся. Но вот здесь можно маленьким поработать. Просто убрать излишек. На данный момент он там не нужен нам. О, пригладили, и все лишнее убрали. Можно еще подклеить получше. Вот так. Вот. Уголочек проармирован и дожидается, когда мы его закроем уже большими сеточками. Давайте такой угол сделаем. Тоже хороший уголочек, да? Этот проще. Внешне проще делать, конечно же. Не надо туда залезать куда-то, чего-то там. Еще попробуем здесь сделать эту, как она называется, елочку. Саша делала елочки, говорит, ей нравятся елочки. Вот так сделаем. Оп. И вот так. Раз. И следующая. Ой, это большая какая-то. Дорезанная. Вот, кстати, ошибочно. Бракованная. Убрать ее. И еще разочек. Елочка. Гори. Раз, два, три. Да? Вот так. Хорошо прилегает, благодаря тому, что здесь вот эти вот вырезы. Она прекрасно здесь огибает все. Сеточка. Вот так. Получается елочка? Ну такая. Не очень-то красивая, но у нас цели не стоит сделать очень-то красивую елочку прям. Чего? Нравится вам елочка, кстати, да? Елочка нравится? И вот так можем еще одну. И сейчас большую возьмем, толстенькую. Большую возьмем. А, вообще классно, смотрите, как получается. Где она у меня кончается? Вот. И вот так мы еще сделаем. О, вот это будет елочка, так елочка. Там была пальмочка во внутренней, да? А здесь будет елочка. Здесь, пожалуй, я обычным шпателем сначала сниму. Вот это все вот безобразие отсюда. И гибким теперь еще работаем. О, елочка отчетливо прослеживается. Ну вот, как-то так. Ну, можно почистить еще, но это уже так, вне камеры еще почистим чуть-чуть. Ну-ка, вот так делайте, пожалуйста. Вот, на данном этапе это хорошо, это готово. Еще чуть почистим. Вот, наконец-то. Наносим. Сейчас будем наносить. Сначала еще раз увлажним, да? Хотел сказать еще некую, не оду, но хорошие слова в адрес вот этой сетки. Я рассказывал, показывал ее, да? Ничего нигде не вылезают, никакие вот ниточки, как они есть, так они есть. То есть нити в этой сетке, они хорошо друг к другу приклеены или припаяны. То есть нигде ничего не лезет, абсолютно никто, нигде ничего не мешает. Это классно, это классно. Поскольку с обычной сеткой так не прокатит, чтобы было настолько классно. Хочу попробовать кельмой. Удастся ли мне нанести? Я пробовал на большом, удобно было, на больших карнизах. Это у нас не самый большой здесь. Так. Сеточки у нас там сложены по ранжиру. Значит, сразу прикладываем, прикидываем, где, сколько надо мазать. Надо оставить вот этот конец сетки
Потому что мы пойдем по кругу и придем сюда, и здесь надо будет сомкнуть, а здесь же будет сухо, да? Мы не можем просто все весь приклеить. Мажем где-то вот, где рекомендованная у нас как бы ширина перекреста чуть-чуть меньше. Ну вот до сюда надо намазать, по идее. Где-то вот так, да? Да. Ну-ка попробуем. В принципе, да, имеет право на жизнь, наверное, чуть-чуть. Сюда уже не подлезть. В большом карнизе орудовать вот этой штукой зубчатой удобнее, потому что ты ею наносишь, а потом сразу же ею и делаешь вот такие штучки. Зебра. Зебренька. Зеброчка. А здесь можно вот так. У нее тут есть эта штука. Ага. Типа, да? Типа получилось. Тут мало. А так хорошо, наверное. Да, хорошо. Бы еще уголочек туда мазнуть. Вот так. А можно было чуть больше, да? Нормально и так прокатить тоже. Или давайте чуть больше сюда кинем еще чуть-чуть. Ну, теперь давайте как раз приклеим. Чуть пару сантиметров снизу, пару сантиметров сверху. И сюда смотрим. Вот мы пришли в угол. Надеюсь, что понятно и видно, да? Может, можно было еще аккуратнее прям под этот угол сделать. То уже хорошо. То есть мы как бы заармировали. У нас тут местами под 3 слоя сетки существует. Слой на слой и еще на слой. Да? И теперь разглаживаем это дело все. Можно шпателем, можно рукой. Вот в падуге я предпочитаю все-таки рукой это делать, чтобы продавить. Хорошо продавить, где-то в углубление задавить, углубить, чтобы это все было хорошо. Можно следующий сразу наносить. Неудобно все-таки, ею тут неудобно, маленькая падуга и зубчатой неудобно тут тусоваться. А ну-ка возьмем мы обычный шпатель. Самый обычный шпатель возьмем. В большом было удобно прям. В большом я брал эту штуку, кельму и давай ею туда-сюда. Быстро получается, эффективно, быстро. А ну и чтобы все перепачкать уже, возьмем еще обычный, такой обычный зубчатый шпатель. Кстати, да, это тоже 6, не, это 8, по-моему. А там 6 миллиметров. Угу. Ну и вот как-то, вот, наверное, вот как-то так должно быть оно, да? Нет, близко, чуть сюда, о, как-то вот так и перекрыли все. Ну вот, ну и скажем хорошо, да, и собираем излишек. Задача сейчас первым проходом собрать излишек. То, что нам не нужно. Ага, не хочешь так, да? Топорщится. Топорщится, не хочет помогать нам. Ну, потом мы почистим еще, конечно же, вот эти все сопли шпаклевочные. Ну и угол, остался угол. Удобнее будет взять мягкий шпатель. А вот вроде бы и оно. То есть мы этим проходом убрали лишнее, проармировали. Следующий слой сейчас накладывать бессмысленно, потому что он будет как бы сползать. Надо, чтобы этот привстал как минимум или подсох. Вот, это на данный момент это готовый этап. Проармировали, сетка здесь, оставили напуск на следующий подход с той стороны. Ну, все как бы сделали. Как-то так. Заклеили вот этот вот промежуточек и пойдем дальше по кругу, по всей комнате заниматься подобным. И здесь сомкнем сетку
опять. Конечно же, с этой падугой у нас все пошло не так, как хотелось. Мы сделали часть, и потом занялись как-то, надо было резко чем-то другим заняться. И прошел один день. То есть мы заканчиваем под съемку видео, мы сделали этот кусочек, да, и потом что-то ушли в другую сторону. И сегодня мы заканчиваем эту работу, собственно, приклейку сетки в падугу. А показываю это для того, чтобы показать, как вот здесь мы будем смыкать сетку, да. По-моему, в этом ролике нет такого момента, как вот сомкнуть, когда здесь справа у нас уже сухо, а мы подходим новым раствором сюда. Вот этот наш кусочек старый. Мы смочили поверхность, увлажнили, да? Вот, старый, потому что вчерашний он уже постарел у нас. Наваливаем на него побольше. Наваливаем сильно. Умазываем. Гибким шпателем, кстати, вот здесь оказалось удобно в такой маленькой падуге. У нас же там карнизы побольше, там карнизы в 1,5, в 2 раза чуть ли не больше. Здесь оказалось удобно, можно тоже делать гибким шпателем. Угу. Вот так оставить вот этот кусочек, да, сетки, вот так нельзя клеить, потому что сами нити, у них есть площадь, и мы ее не используем, получается. То есть там, где перехлест нити, там, где сами нити, мы не используем эту площадь. А нам надо ее использовать. Нам надо, чтобы сетка находилась в толще шпаклевки, в слое. Типа. Значит, нам надо ее отогнуть. Когда она мокрая, она отодвигается больше, но сейчас все здесь присохло, здесь сухая уже, да? Шпаклевочка, аккуратно отодвигаем ее. Можно шпателем, можно пальчиками. Убираем, оно даже хорошо видно, да, вот эти квадратики. И получается сухо, под сеткой сухо, под нитями. Так нам не надо. Нам надо, чтобы было мокренько. Вот. Ага. Разровнял и обратно вклеил. Вот. А теперь время следующего листа. Удобно, да? Хорошо видно, где у нас вот эта полоска показывает нам, сколько нам надо делать нахлест. Мы его делаем. Вот так. И вот так, и вот так, и как-то вот так, и вот так теперь. Кстати, вот так вот пальцами по сетке очень хорошо проедает руки, протираешь руки. Но по-другому, не знаю, шпателем не замечаешь камешков, а пальцами можно заметить где-то камешек. Бывает в ведре мусор какой-то, да, и может там оказаться камень, и ты его пальцами четко чувствуешь. Так что я так делаю, это как бы прогнозируемый урон, прогнозируемый дамаж, да, вот, я допускаю его, я знаю о нем, я знаю, что будет, что я протру руки, но я не беспокоюсь об этом, потому что они обратно регенерируют. Кто беспокоится, надевайте перчатки или скафандр, или, не знаю, вызывайте специальных людей, которые сделают это за вас. Но зато я вот сейчас уверен, что у меня нигде нет камешков. Вот так. И дальше поступаем, как работали раньше. Снимаем излишки и так далее. То есть показывать это смысла нет, нужно это показывать. Ввиду невозможности съемки с этими мерцающими товарищами, мы работаем с ними, потому что под обычной лампочкой ничего не видно. Надо свет направленный и под потолком. Выключу сейчас. Выключил. Сейчас, значит, что мы следующее делаем? Следующий проход. Мы наклеили сетку, да? Теперь, с этой стороны мы уже прошли. Теперь мы наносим слой шпаклевки. Закрываем сетку. Предварительно увлажняем, убираем сопли и наносим шпаклевку. Вот так это как-то выглядит. Это геморрой. Это реальный геморрой, поскольку мы один раз уже эту работу сделали. Мы сделали ее штукатуркой, фактически 95% готовность тяг у нас, готовность, собственно, плоскостей. Мы наклеили сетку, у нас есть перехлесты, у нас есть углы. И теперь нам надо это все делать еще раз. Ну, мы делаем так технологично, так посоветовал делать технолог ввиду работы этими материалами. Сетку наклеили, а теперь, ребята, еще раз делайте углы. Все по новой. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем мы опять.
Грустно на самом деле. На самом деле временные потери такие серьезные получаются на этом деле. Ну и вот здесь уже готовый вариант. Только что сделали, нанесли здесь, подправили чуть-чуть тяги карниза, да, и остаются какие-то сопельки, неважно, мы будем еще раз проходить. Сейчас мы проходим в вертикальном направлении, шпателем делаем вот так, получается перпендикулярно падуге, проделываем эту работу металлическим шпателем, то есть делаем вот так, но в этом месте, вот у нас здесь поле углубленное, мы проходим вот так. И следующим проходом мы будем идти гибкими шпателями вдоль падуги. Вот в этом направлении, чтобы убрать возможное вот здесь углубление, старые какие-то дефекты, шпатель просто напрыгает вот так вот. Тогда можно будет сгладить в этом направлении. Что-то я подумал, что я только пальцами поводил, да, сказал, тут то, тут это делаем. Хочу показать вблизи, как все-таки как происходит. Пускай будет длинно, там, неважно. То есть мы делаем отдельно, мы идем вдвоем, например, с Сашей. Я иду вниз, она идет вверх, потом кто-то падугу делает. Ну, вот Саша сейчас делает одна, и как бы она будет делать таким целым блоком. Хотя это неэффективно, ну, для того, чтобы вам показать. Вот она падуга. Таким движением, да. Вот он валик. И тут я сбился, и, короче, у нас что-то пошло не так. Я говорю, может так сделаем, может так. Сейчас, давай я поделаю. Давай я поделаю, я точно знаю, как я хочу показать. Давайте. Вот. Передают мне эстафетные палочки. Вот такие. Я говорил, что вот так, а потом там туда. Короче, не поняли. Ну да ладно. Падуга сделана. Сюда мазнули. Внутрь. Мы первый раз штукатуркой уже проходили как бы вот так. То есть работали шпателем вот так, выравнивая вот эту вот внутреннюю плоскость. Так, сюда еще навалено. Ладно. Здесь, с этой стороны. Подгибаемся сюда. Так. Закрываем возможные поры всякие и так далее. Смотрим сюда. Мы ничего не видим сейчас, потому что света нет. А мы так ставим нормальный свет. Или такими боковыми движениями какими-то. Ну это ты так изгибаешься. А мне неудобно по-другому. Я не знаю, как по-другому можно не изгибаться, но я хоть вижу, что я делаю. Вот. Это готов, товарищ. Сюда чутка убрали лишнее. Сюда. Ага, тень будет. На плите. Ну-ка. Эть. Подровняли штукатуркой, но мы же не ставили, когда цели штукатуркой выровнять в идеал прям. Чуть-чуть снимаю вот так, как бы перпендикулярно направлению, да? Но это чуть-чуть, для того, чтобы убрать лишнее. Ага, хорошо, прекрасно. И возвращаясь к этому моменту, наш самый универсальный инструмент, это линейка, она здесь нам лезет. Прекрасно же, да, когда лезет. И теперь вот так. Да? Видно, сколько осталось у нас, сколько мы добрали. Собственно, забили неровностей. Вот еще чуть-чуть. О, замечательно. И сюда полочку отводим. И там, где чуть-чуть неровности остались, оставляем на потом. Вот это место подсохнет, собьем вот эту сопельку и дальше будем с ней работать. Как-то так вот делаем по кругу всю квартиру. Приблизительно. Вот такие тут у нас ребята молодцы. Пока меня не было. Пока меня не было, да, надо. Пока меня не было, у меня была некая методика. То есть я старался придерживаться какого-то некого единого принципа, чтобы не путаться и не перезапутаться. То есть мы проходили
один раз. После поклейки сетки, падуги, карнизы проходили один раз металлическим шпателем вот так. Потом я гибким вот этим вот, где он там, вот этот. Потом я гибким шпателем, не только я, да все мы, гибким шпателем проходили сам карниз, попутно поправляя где-то что-то чуть-чуть точечно на самих тягах, на архитектурных обломах. То есть чуть-чуть что-то подправляли. И после этого лифкасили кистью. То есть получается после наклейки сетки 3 прохода. Первый проход закрыли сетку металлическим шпателем, второй проход вдоль выровняли какие-то возможные неровности гибким шпателем, и третий проход кистью убрали там всякое разное, там каверны какие-то, еще что-то. Но нет, эти товарищи, они взяли и сделали это за раз как-то. То есть они и шпателем прошли, и одновременно залевкачили. И теперь там... Быстро сделанная работа. Но она еще не готова. В том-то и суть, что теперь мы идем и еще раз левкасим. Почему мы еще раз левкасим? Покажу. Потому что недостаточно мазанка. Недостаточная мазанка. Потому что вот что. Я очень надеюсь, что вы видите, да? Гибкий шпатель, это его ушки. Ушки его не дают сделать им работу за раз, чтобы было гладко-гладко. Цель стояла закрыть возможные вот какие-то впадины, какие-то буераки, которые образовываются вот в этой плоскости. Когда мы шпателем работаем вот так, мы же им прыгаем туда-сюда, то есть плюс старые исторические возможные неточности вот этой линии. И проход шпателем гибким вот так дает нам некую надежду, что мы перекроем какие-то неудобные нам неточности, скажем вот так. И вот остаются после гибкого шпателя остаются вот такие вот штучки. И мы сейчас проходим и левкасим. Левкасить самое простое, кистью наносим шпаклевку. Предварительно мы смочили и убираем всякие сопли, заусенцы и так далее. Ну, чтобы оно не мешалось, чтобы не накапливало лишнюю шпаклевку на себе. Еще раз проходим вот так. Не шкурим, ни разу не прошкуриваем. Оставляем все на финишное, единое финишное ошкуривание. После того, как мы смачиваем, это довольно-таки хорошо очищается. Ну, вот эти всякие заусенцы. Ну, вот такой вот он, да. Шпаклевка довольно мягкая. И ее очень хорошо обрабатывать и вообще шкурить на следующий день после того, как нанесли. То есть она очень легко обрабатывается. Известь, цемент, они набирают крепости со временем. И через неделю, если дать ей неделю постоять, такие работы будут выполнять просто сложнее. Просто сложнее. Как это просто сложнее? Просто сложнее, чем если бы не было такого. Ну, где-то так это выглядит. Жидковатая такая шпаклевка. Вот такая. Чуть жиже, чем надо, чтобы ее можно было размазать. И как бы красишь ее, да и все. Вон, видно, тут красили уже, они уже раз проходили, тут эти товарищи. Проходили? Проходили. Вот так. Всякую мелюзгу, чтобы этого не делать вручную, чтобы этого не делать шпателем. То есть всякие микропоры. Вот, кстати, вот это место хорошо будет понятно. То есть я как бы наношу туда так, чуть запасиком, вот так. И вот туда надо смотреть. Бывают там какие-то ямки, неровности, неточности. Поверхность предварительно смочена. Кстати, я, по-моему, нигде в этом ролике не говорил. Эта шпаклевка либо не усадочная, либо очень малоусадочная. То есть усадку она, как по тебе? Ты видел усадку? Не знаю. Не знаю. Я вот не видел, чтобы она прям садилась, как обычная полимерная, типа как ротбанд-паста. Нет, такого не было. То есть она держит что-то. Вот так вот. И вот так. И вот как бы убрали эту неровность рельефа. Ну, вот как-то вот так. Получается третий слой после нанесения сетки, после наклеивания сетки. Это был третий слой. Так мы проходим везде. С целью в дальнейшем это ошкурить только один единственный раз. И это не надо делать обязательно, желательно делать прямо завтра. Пока она свежая, пока она пушистая, она довольно легко идет. Вот так. Ну и наконец-то дошли мы до того самого момента финишного ошкуривания карнизов. Задача не из легких, шпаклевки тут довольно много. Но зато мы надеемся, что после этого ошкуривания следующее уже не потребуется. То есть точечно пробежаться
по каким-то мелким недочетам, и уже все будет готово. Ну вот что получается. Какая довольно гладкая, хорошая падуга. Ну, какая прелесть. Будем продолжать в том же духе. Работы еще очень много. Вот теперь можно посмотреть, что же из этого вышло. Смотрите, какой уголочек. Как получилась тяга. Нижняя полочка. Это еще будет дорабатываться. Вот такая вот штука. Но уже это можно даже счесть готовым. То есть, ну, мы прямо хотим довести до идеала. А как загибается уголок. Забавно. Но с этим ничего не поделать. Мы грунтуем еще раз для последнего слоя на потолок. Это будет последний финишный слой шпаклевки. Больше мы шпаклевать не будем. Никогда в жизни. Грундгерфарб ВП и предварительно смачиваем, чтобы меньше расход был. Во-первых, микропыль осталась. Смачиваем, чтобы хорошенько втереть грунтовку. И чтобы ее подэкономить все же, поскольку у нас осталось немного ее, и так будет чуть меньше расход. Легче намазывать, намного легче намазывать по чуть-чуть увлажненному, чем по сухому. Легче или не? О, боже мой, посмотрите, как мне легко. На самом деле, я надеюсь, что наш финишный слой шпаклевки ляжет равномерно и перекроет всякие мелкие недостатки и плюс какие-то, возможно, еще неровности. Однако это четвертый слой, это четвертый выравнивающий слой. Пора бы уже ему, да? Пора бы уже сработать на нас. Наконец-то хотя бы. Ну, наконец-то финишный проход по потолку. Здесь грундгерфарб ВП, песочек, адгезив, все дела. Слегка увлажняю под эту шпаклевку, под финиш-шпахтель, ну, известь, цемент. Под них необходимо увлажнять чутка, чтобы быстро не выхватывал влагу, не выхватывал основание влагу, чтобы быстро не выхватывал. Ну и так лучше этим материалом. Чутка. Теперь жиденькой шпаклевочкой пытаюсь сделать финиш. Пошли, причем все разы мы шли как бы с той стороны на окна, но в этот раз я вижу, скорее всего, грамотным пойти в обратном направлении, поскольку мы шли в одну сторону, в другую, по диагонали, а сейчас пойдем как-то хаотично в ту сторону. Таким образом перекроем хоть что-то где-то, наверное. Хотелось бы верить в это. Поверхность после 3 слоев, она, вы видели, скорее всего, в видео, она такая, как это сказать, мелко-кавернозная. То есть существуют некие мелкие такие пузырьки, каверночки, которые мы сейчас, надеюсь, что перекроем. Ну да. Сейчас я чуть-чуть еще мазну, возьму камеру, покажу, как получается вблизи. Вот где я сделал. Вот так получилось, где я вот здесь поработал. Вот. А вот как оно было. Вот. Надеюсь, видно. Вот. Такие микро какие-то штучки. Вот. Видите? То есть это то, что осталось. Вот здесь тоже каверночки какие-то, пузыречки. И вот сейчас этим проходом я их перекрываю. Естественно, я работаю с косым светом, прям под потолком, мне виднее, более видно, но снимать невозможно при нем. В общем, вот так получается. Надеюсь, получится за этот раз все прикрыть. Ну, вот так вот как-то получается.
Вот темные пятна, это, собственно, то, что мы добрали. Вот. Еще чуть-чуть подровняли. Ну, как по мне, работает. Ну, конечно, да, неудобство этой шпаклевки чувствуется. Очень хорошо чувствуется. Затягивает, задирает местами. Ничего не поделать. Уже надо ею доделать все. Вот так подравнивает еще раз. Вот. Сейчас попробую изобразить, как эта шпаклевка, как она тянется. То есть то, что делает ее, у нее существует для нас минус, то, что ею нельзя много за раз добрать, по сравнению с гипсовой, да? И когда ты начинаешь работать, у тебя есть, ты же не можешь по всему потолку поддерживать мокрый слой. Ну, то есть взял там квадратуру, у меня тут, наверное, там 2 с копейками. То есть я пока один блок сделал, здесь подсохло. Надеюсь, понятно. И теперь я как бы должен идти все равно на сухое. Оно уже подсохшее, она уже подхватилась чуть-чуть. Этого хватает. Я сейчас попробую это изобразить как-то. То есть, вот я, нет, не получается. А вот, прекрасно. Видите? То есть чуть-чуть там подсохло. Я тут смочил. Может быть, где-то недостаточно, но вот это вот начинается движуха. И это доставляет геморрой, поскольку мне же надо ровно. Я начинаю что-то там изображать и опять. То есть я сейчас специально иду чуть-чуть на подсохшие, поскольку ты не можешь все идеально увлажнить. И вот это вот очень и очень неприятно. С гипсовой тоже так работает, но меньший процент случаев вот получения вот таких вот задирок. А что такое это задирки? Это все-таки углубление внутрь. И теперь при ошкуривании мы получим там какие-то дефекты, которых бы нам не хотелось получить, имея мы вот такую вот гладкую, прикольную, классную поверхность. Вот так. И теперь, чтобы исправить этот геморрой, надо еще раз смачивать и пытаться переделывать его. То есть еще одна работа получается. Мы раз пошпаклевали, что-то не получилось. Ага, давай, дружок, начинай по новой. Как-то вот так. И приходится по чуть-чуть, стараясь работать всегда по-мокрому, и чтобы, не дай бог, не прикоснуться к тому, что ты сделал 10 минут назад. Это не очень удобно. Это фасадная шпаклевка. Ее наваливай, потом бери терку, губку, растирай, что-то где-то дефектик, это все закрасится фасадной краской жирной в 2 слоя, и все будет классно. Ну, фасадное качество. Для фасада супер. Но особенно где-то здесь, на тягах, в карнизах, там, где приходится вот так вот эту руку выворачивать, там, вот так вот ею там пытаться как-то держать плоскость чего-то там. Не очень-то. Честно, не очень-то. Лучше бы гипсом. Гипсом проще. Гипсовым материалом. Вот. Короче, слов нет, одни выражения звучат тут под этими потолками. Тяжело, реально тяжело. Ну, либо мы за месяц, больше месяца работы этим материалом никак не смогли, ну, как бы, руки у нас не из того места, и мы не смогли приладиться и, как бы, держать ею слой, не знаю, как сейчас модно говорить, профессионал говорит, отрабатывать. Вот мы не можем добиться классной гладкой поверхности. У нас под эту шпаклевку сейчас, в данный момент, основание было подготовлено. Там Grundierfarbe ВП. Он препятствует быстрому впитыванию влаги. Но все равно, буквально проходит несколько минут, сама по себе шпаклевка после нанесения подсыхает. Ты чуть-чуть дальше на нее зашел, чуть-чуть дальше, или там чуть-чуть менее влажно. Все, короче, у тебя уже пошел задир, вот эти вот, или как они будут правильно, затяжки вот эти. Короче, либо мы что-то вообще в корне неправильно делаем. И ею можно сделать классную гладкую поверхность, как будь то полимерная или гипсовая шпаклевка. Кстати, да, не говоря уже про полимеры. Вот сюда какую-нибудь Ротбанд пасту мазать сейчас, либо там LR+, шитрок какой-нибудь. Это была бы песня. Там можно было гонять ее просто 2-метровым правилом. Не говоря про 30-й шпатель, просто вот развлекаться. Короче, либо действительно, либо мы что-то не так делаем. Ошкуриваем сейчас потолок, вам ничего не видно, а по-другому вам не снимем никак. Короче, шкурим, просто берем и шкурим потолок после 4-го слоя шпаклевки. Вот так, с круговыми движениями, как обычно. Покажу, как получается.
особо ничего не видно. Ну, короче, можете поверить на слово, получается нормально, вроде бы. Получается ровно, и как бы финишная поверхность присутствует. Вот, на готовом участке. А, вот с таким, с фонарем получится сейчас поснимать, надеюсь. Вот не шкурено. Вот не готовая поверхность, видно что-то, да? Во, хорошо сейчас видно. Косой боковой свет. Вот так выглядит 4-й слой. И готовый потолок. Вот так. Вот. Не готово. И готово под покраску. Падуга. Ну что, пошкурили? Нормально пошкурили, да? Кто там про очки говорит, ребята, вы сами надевайте очки и шкурьте. Тут и без очков ничего не видно, не говоря про очки. Ладно, теперь я хочу рассказать тому, кто об этом не знает. Например, вот я даже вот смотрю тут экран у камеры, я вижу, что у меня вот здесь в глазах, короче, там печет, нормально так жжет. Значит, что делаем? Это знают все строители, скорее всего, многие из них, но может кто-то не знает, и кто-то занимается сам дома ремонтом. Есть очень простые средства для того, чтобы прочистить глаза, особенно когда что-то попало. Для начала надо их промыть, эти глаза. Пойду промою, уберу вот это все, жесть. Сначала руки с мылом помыть, может быть. Понятное дело, что я ничего оттуда не вымою. Самое простое средство, которое у нас есть доступно нам. Погоди, очень красивый рисунок на лбу. Я не ставил цели вымыться, потому что я хотел показать. Это сульфацил натрия, сульфацетамид, по-моему, да? Сульфацетамид, да, все верно. Он же альбуцид. Раньше называли это средство альбуцидка. Это, по-моему, как антибиотик, скорее всего, но он вызывает хорошее такое обильное слезоотделение. И вот если что в глаза попало, берем и туда наваливаем. И вот теперь что, слюней полный рот. Короче, это работает. Так что, кто не знал, будете знать. Вот такая глазные капли надо использовать после вскрытия через месяц. Вот. И если что попало в глаз, закапали, слезки пошли, и глаз сам очищается. Так не промыть. Ну, либо надо глаз прям куда-то пихать в таз или в стакан. Или еще куда-то. В общем, это работает. Ну что, пора нам завершать этот ролик, скорее всего, он длинный, насыщенный и так далее. Вот что-то такое получается в итоге. Вот так вот получается, вот оно и все есть, все читается, дефектов не замечено. А те дефекты, которые были нами замечены, мы их удалили, естественно. Все очень и очень хорошо, вроде бы. Так как у нас здесь не команда видеомонтажеров, там съемочная группа и так далее, я попал сюда в моменте, когда Саша уже прошла один раз изолирующим грунтом Haft und Sperrgrund. Он, собственно, грунт-краска. И все хорошо теперь у нас читается. Вот так это выглядит, так выглядят эти потолки. Про покраску будет отдельный ролик, конечно же. Вот наша комната, которая была примером, выглядит сейчас вот так. Здесь ничего не было. Здесь вообще ничего не было. Это предмет моей гордости, этот валик. Я его до 10 ночи, помню, восстанавливал. Вот этот вот угол несуществующий, да. Теперь это все есть. Хорошо, время подвести какой-то итог, наверное. Время подвести какие-то итоги. Про шпаклевки, про сами циклы работ, про то, чего мы там делали, уже очень много рассказано и показано. Сейчас какие-то чуть-чуть цифры или числа. Промежуточный итог. Промежуточный итог временной. Шпаклевание и поклейка сетки. Поклейка сетки. Напоминаю, у нас 80 квадратов потолка по полу, и из них у нас 100 метров карниза. Поклейка сетки на потолки и на падуги карнизов у нас заняла около 100 часов. Последующее шпаклевание заняло еще 230 часов. Собственно, вот этот вот большой такой блок работ занял в районе 330 часов. Поскольку этот ролик завершает
Предпокрасочный цикл работ над этим проектом, или в этом проекте, или на этом проекте, вот на этих потолках. Давайте подведем какой-то общий суммарный итог, чего у нас получилось, чего мы затратили. По времени мы затратили 1450 часов, плюс-минус, без покраски. Сюда вошли все работы от расчистки и заканчивая финальным ошкуриванием. Без покраски 1450 часов рабочих, где-то так. Очень интересный и важный момент по материалам. Помните, у нас в цикле, вот в этом проекте, под видео были вопросы, там, что лучше там новодел, потому что оно будет крепче, лучше, не знаю. Конкретно затраты материальные в этом проекте, насколько мне известно, которые здесь произошли. Мы не учитываем здесь труд. Ни время труда, ни стоимость труда. Чисто по себестоимости, по материалам. Ушло у нас ведро грунта Киевгрунт 6000 рублей. Ушло ведро Grundier-Farb ВП в районе 13, уже 20. Мешков 12 штукатурки. Это что-то в районе, наверное, 6-7 тысяч, 27 пускай будет. Мешков 12 шпаклевки. Ну, на десяточку, наверное, 1037. Ну и по мелочи там сетка, расходники в виде саморезов, шайбочек и так далее, плюс-минус. Я думаю, что в полтинничек мы здесь, наверное, уложились. То есть, да, 50 тысяч рублей себестоимость материалов в этом проекте получилось. Да, можно было где-то использовать другие материалы, можно было добиться вообще там сверхбюджетно, экономно это все сделать. Цели такой не стояло. Вот. 1450 часов это на одного, я думаю, на месяцев 10. Вот такие вот трудозатраты. Лично мое, конкретно мое видение, мнение, нравится ли мне, какое ощущение, да, и сейчас модно это реакция, да, или как это можно назвать, то есть, что я могу сказать вообще по этому поводу, по поводу произошедшего здесь. Самое первое, приятнейшее впечатление, все, что льется от аллигатор, все, что мажется от аллигатор. Да, классно. Да, грунты. Если у меня будет возможность ими работать, я буду работать дальше этими материалами, пока не найду получше их. Вот так. Киевгрунт, Grundier-Farb ВП. Замечательно. Шпаклевка, аллигатор. Либо у нас руки из не того места, либо еще что-нибудь. Мы с ней не нашли, не наладили с ней взаимоотношения никак. Лучше бы это была бы полимерочка какая-то. Может быть гипсовая шпаклевка, но вот цемент, известь, цемент, ну, лично в моих руках это не превратилось в вот эту вот шелковистую такую поверхность, из которой можно там стрелять там, или еще что-нибудь на ней катать, да? Не получалось, было сложно, реально сложно. Я буду избегать этот материал в дальнейшем, либо, не знаю, либо кто-то подскажет, как можно сделать, как можно добиться поверхности, близкой к обработанной полимерной шпаклевкой, как можно добиться от этой аллигаторовской шпаклевки такого качества. Финального качества у нас тут 2,80, по-моему, это очень низко. То есть все прямо на глазах. То есть я подхожу вот до угла, у меня от глаза, наверное, около метра, я все прекрасно вижу. И здесь, когда все покрасится, когда будет хороший свет, я не могу позволить себе оставить дефекты. Какие еще впечатления остались после этого проекта? Хорошо, в целом 4++. На 5 никогда у нас не получится, на 5, поскольку мы работаем со старыми поверхностями. Чтобы 5 это надо было, чтобы новодел был. 4++. Вот такое у меня ощущение. Мы вложились. Сначала выложились мы, вот, а потом вложились. Выложились мы на расчистке поверхности, где был бетон-контакт, а потом мы вложились вот в эту шпаклевку и в эту поклейку. Хорошо получилось, на самом деле хорошо. Я очень надеюсь, что это прослужит максимально длительный какой-то период времени и отодвинет с собой еще один подобный ремонт на максимально длительный срок. Вот так. Друзья мои, лайки, дизлайки, комментарии, ваше мнение, это очень важно. Это очень важно для моей мотивации создавать такие материалы, такой видеоматериал. Это занимает многие часы или десятки часов. Большое вам спасибо за все, большое нам спасибо за все. До свидания. Пока-пока.